Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Ника возвращалась домой в приподнятом настроении, хоть вокруг и была уже промозглая осень, но у нее на душе пели птички. В последнее время в семье у нее и Александра было напряженно. Вечная нехватка денег и экономия на всем выбивала из колеи. Муж был вечно недоволен едой и требовал мяса, хотя на него он сам практически не зарабатывал. Упрекал Нику, что она решила родить второго ребенка, и теперь ему надо содержать ее и двоих спиногрызов. Ника никак не могла понять, как можно называть так своих детей. Сегодня она закончила оформлять документы в садик на младшего и теперь сможет выйти куда-нибудь на работу. Много она не заработает, так как образования у нее нет, но все равно будет помощь мужу, а там может их семейная жизнь и наладиться. Она шла, держала за руки дочку и сына и рассказывала им, что скоро все будет хорошо. У нее промокли ноги, так как она давно не могла себе позволить новую обувь, а эти ботиночки уже изрядно потрепаны. Подойдя к дому, она увидела у калитки чемодана пару пакетов. «Кто это мог к нам приехать?» – подумала она. Но оказалось, никто не приехал. На улицу вышел Александр с еще небольшим пакетом в руках и сказал: «Я больше не могу тащить тебя и этих на своем горбу. Вот ваши пожитки. Дом мой. Все в доме куплено на мои деньги. Даже эти вещи куплены мной. Но их забирай и проваливай». Ника не могла сказать и слова. Она просто стояла и смотрела на мужа. В один момент рухнули все мечты и планы. «Но куда мы пойдем?» – тихо спросила она, немного отойдя от ситуации. «Мне все равно», – буркнул Александр. «На развод подам сам, и чтобы мои глаза вас не видели. На алименты не рассчитывай. Сама знаешь, зарплату я в конверте получаю». Он зашел во двор и захлопнул калитку. Ника подошла к вещам. Посмотрела в маленький пакет. Там были документы и 100 рублей. Из ступора ее вывел голос дочки. «Мам, а куда мы пойдем?» Ей было 6 лет, и она все прекрасно понимала. «Солнышки мои», — сказала Ника и обняла детей. «Мы справимся». Они забрали вещи и пошли прочь. Эту ночь Ника решила провести на вокзале. К ним никто не подходил, принимая их за ожидающих поезда. Дети уснули, а вот Ника никак не могла сомкнуть глаз. Все, что у нее было в кошельке, она потратила на еду детям, и теперь оставались только 100 рублей, так щедро подаренные ей мужем. Утром они умылись в туалете на вокзале и пошли, куда глаза глядят. Проходя мимо рынка, Антошка тихо сказал: «Мам, а можно яблочко?» и показал на прилавок за забором. Ника кивнула, и они зашли на рынок. От запаха пирожков у нее сводило желудок. Они дошли до того павильона, на который показал мальчик. «Извините, пожалуйста», – тихо сказала Ника. «Взвесьте, пожалуйста, одно яблоко». И она стыдливо спрятала глаза. Мужчина за прилавком взвесил и отдал. Ника протянула ему скомканную сотню и попросила: «А можно его разрезать пополам?» Мужчина отдал сдачи, разрезал яблоко и смотрел, как дети с радостью едят. Его зацепил взгляд девушки. В ее глазах читалась грусть и в то же время умиление при взгляде на детей. И он спросил: «У вас что-то случилось?» Ника не ожидала, что кто-то поинтересуется ее судьбой. Она столько держалась, чтобы не плакать, но вопрос этого мужчины заставил проиграть в голове события последних суток, и она расплакалась. Он завел ее и детей за прилавок, вручил там детям по пирожку и слушал Нику. Она рассказала все совершенно незнакомому мужчине, и когда закончила, даже выдохнула с облегчением. «Значит так», — сказал он, — «меня зовут Надар. Мне требуется продавец. Обычно я не стою сам за прилавком, но сегодня получилось так, что мой продавец уехала срочно к маме и не вернется сюда. Труд тяжелый, но стараюсь зарплаты не обижать. Конечно, она не очень высокая, но на жизнь хватит. А еще у вас будет крыша над головой. Мой друг забрал свою маму пока к себе, и около года их не будет в городе. Квартира маленькая, но там тепло и уютно. Платить надо будет только за коммунальные услуги, ну и порядок поддерживать. Согласна?» Ника была готова ринуться обнимать Надара, но сдержалась. «Конечно, согласна», – закивала она.
Весь день Ника с детьми пробыли на рынке. Она усвоила практически все, что от нее требовалось. А после закрытия Надар отвез их в квартиру. Как Ника была рада, что теперь у них есть кров. А еще садик детей оказался всего в 2 кварталах оттуда. За 2 недели работы она уже знала все. Познакомилась с другими продавцами на рынке. Надар разрешал ей забирать подпорченные фрукты, и она дома пекла вкусные пироги, которыми угощала бабушку-соседку. А та иногда сидела с ее детишками. Жизнь потихоньку налаживалась. А также она носила пирожки на рынок и угощала там бомжа. Он появился на рынке за неделю до нее. Все называли его Знайкой, потому что казалось, что он знает все. Все, кроме своего имени и своей прошлой жизни. Знайка не пил и подрабатывал на рынке. Он часто помогал Нике с тяжелыми ящиками и никогда не брал с нее денег. Поэтому она и кормила его. Промозглая осень начала сменяться начинающимися морозами, и Нике все больше становилось жалко бомжа. Сегодня ночью температура воздуха должна была опуститься еще ниже, и Ника не представляла, как переживет эту ночь этот добрый мужчина. Когда приехал Надар, она поговорила с ним и спросила, можно ли она приведет в квартиру Знайку. Надар знал мужчину, видел, что тот работящий и не пьющий. Он сам давал ему часто подработку. «А ты не боишься?» – спросил он. Ника отрицательно покачала головой и добавила. «Вон какой мороз начинается, не выживет ведь». Надар покачал головой и согласился с девушкой. Через час он привез ей пакет вещей. «Вот, отдашь ему. Они старые, но их еще вполне можно носить». Ника поблагодарила мужчину. Закрыв павильон, она подошла к бомжу. Тот улыбнулся и сказал: «До завтра, Вероника». Он всегда называл ее полным именем. «А вот и нет, не до завтра». «Как? Ты больше не придешь?» «Конечно, приду. Просто сейчас вы идете со мной». Надар разрешил. «Квартирка у нас маленькая, но поместимся. Я на первое время для вас возьму раскладушку у соседки». Мужчина улыбался. «А ты меня не боишься?» «Нет», — звонко ответила Ника. «Только нам надо придумать вам что-то с именем, а то Знайка как-то не очень». «Мне нравится Коля. Может, я буду Николаем?» «Ну что ж, Николай, пойдемте». Он взял пакеты у девушки, и они вместе пошли домой. Она показала ему, где ванная комната, выдала вещи. По дороге они купили принадлежности для бритья, оставила его в квартире и побежала в садик за детьми. По дороге домой она объяснила детям, что некоторое время с ними поживет дядя Коля, что он хороший и просто попал в тяжелую ситуацию, так же, как они недавно. А людям надо помогать. Придя домой, они услышали свисток чайника и мужской голос. «А я вот чай собирался заваривать». Войдя на кухню, Ника обомлела. Перед ней сидел мужчина, которому нет и 40 на вид, а она думала, что ему лет так 60. Все из-за бороды и старой грязной одежды. «Да я сам себя не узнал», – рассмеялся мужчина. Он познакомился с детьми, и они вместе поужинали. На следующий день Николай пошел вместе с Никой на рынок. Он также подрабатывал, чтобы не сидеть на шее у женщины, которая так помогает ему. Бабки на рынке судачили, что, мол, приютила бомжа из-за того, что безысходность, мол, лучше такой, чем мужик, чем никакого. Увидев чисто одетого и выбритого Знайку, они немного оторопели, но потом решили, что бомжа ни одна одежда не скрасит. Нике было все равно на их пересуды, как и Николаю. Так прошло полгода. Николай и Ника полюбили друг друга, и единственное, что их смущало, так это отсутствие документов у мужчины. Он хотел сделать ей предложение, но как он сможет жениться без паспорта? Однажды они решили съездить в областной центр. Там можно было подешевле купить одежду детям, а еще хотели зайти в паспортный стол, чтобы узнать, что требуется для получения документов. Когда они шли по торговому центру, мужчина вдруг остановился у дверей ювелирного отдела и смотрел на девушку. Потом он перевел взгляд на Нику и сказал: «Я все вспомнил, я помню. А это моя жена и мой друг», — показал он на парочку, которая их не замечала. «Мне надо идти. Я вернусь к тебе, обязательно. А сейчас мне надо уйти». Ника стояла с пакетами в руках и ничего не понимала.
Как это он женат? А как же она? Неужели она опять ошиблась в мужчине? Вернулась домой она одна. На вопросы детей говорила, что дядя Коля ненадолго уехал по делам, а на душе у нее скребли кошки. Бабки на рынке не унимались и подливали масло в огонь, мол, приютила, выходила, и он избежал. Прошел месяц. Надар подошел к Нике, с извиняющимся видом сказал: «Ника, квартиру в течение пары недель надо освободить. Мама друга сюда уже не вернется, и они решили продать. Я помогу тебе всем, чем смогу». Ника покачала отрицательно головой. «Спасибо, Надар, но не надо. Я скопила денег за это время, и нам хватит на съемное жилье. Вы и так много сделали для нашей семьи. Если бы не вы...» Но Надар не дал ей договорить. «Не надо благодарности. Все мы люди и должны помогать друг другу». Через неделю Ника уже нашла квартиру в соседнем доме, чему была очень рада. Они собрали с детьми вещи, закрыли квартиру и вышли во двор. Ника увидела, как в их сторону идет кто-то. Скорее всего, это был мужчина, но лица не было видно из-за огромного букета роз. «Кому-то очень повезло», – подумала она и улыбнулась. Мужчина остановился перед ней и, протянув букет, сказал: «Прости, что так долго не возвращался, но так было надо». Это был Николай. Дети запрыгали вокруг него и громко щебетали: «Мама, дядя Коля вернулся!» «Ты вернулся?» — только и смогла ответить Ника. Перед ней стоял мужчина в красивом костюме и улыбался. «А как же жена?» «Поехали, я тебе все позже расскажу». «Куда поехали? И на чем?» — не понимала Вероника. «Мы квартиру сняли и задаток отдали». «Отдали? Так отдали, не переживай. А едем на моей машине, вон на той». И он показал на красивый джип, припаркованный недалеко. «Мы все переезжаем в новый дом и новый город. Вопросы с садиком решим оттуда. С Надаром я поговорил, и он знает, что ты завтра не выйдешь на работу. Он просил передать тебе пожелание счастья». И они поехали. Через 2 часа машина уже остановилась у красивого большого дома с высоким забором, из-за которого доносился звонкий лай. «Дядь Коль, а там и собака есть». «Даже 2», — улыбнулся мужчина, — «и они ваши», и подмигнул малышне. Уже сидя на веранде, он начал разговор. «Вероника, зовут меня Никитой, но если тебе и детям привычней, то можете звать меня Колей или Знайкой. У меня большой крупный бизнес. И была жена. Именно она и мой друг решили избавиться от меня, чтобы прибрать бизнес к рукам. Но пожадничали на исполнителях. Поэтому те, подумав, что я умер, и выкинули меня около рынка. А я выжил. Выжил благодаря тебе». И он с любовью в глазах посмотрел на девушку. После того, как я все вспомнил, я поехал к адвокату. Пока распутывали весь клубок махинаций, он сказал мне залечь на дно. «Ты не представляешь, как сильно я хотел сразу уехать к тебе, но было нельзя. Сейчас их всех уже арестовали, а я официально разведен. Вероника, солнышко мое, ты выйдешь за меня замуж?» – спросил мужчина. «Выйду», – тихо сказала девушка. А Никита громко крикнул: «Вы слышали? Она выйдет за меня замуж!» Дети с щенками подбежали к ним и тоже весело кричали: «Жених и невеста! Тили-тили-тесто!» Свадьбу сыграли, пригласив всех с рынка. Надар был счастлив за молодых, а сварливые тетки теперь жалели, что не додумались сами приютить грязного бомжа. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, комментарий, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До свидания.